В этом видеоролике продемонстрирую массаж спины в боевом режиме, то есть в том режиме, в котором я работаю со своими клиентами. Покажу приемы массажа, последовательность, технику выполнения, поясню каждое движение и я думаю, вам будет полезно. Работать я буду по маслу Аравия, это кокосовое масло, я его так достаточно недавно открыл для себя, очень мне нравится. Ссылочку оставлю в описании. Также досмотрите это видео до конца и вы узнаете о сообществе массажистов, которое объединяет массажистов со всей планеты. Там мы общаемся, задаем друг другу вопросы, проводим прямые эфиры и вместе развиваемся. Не переключайтесь и давайте начнем выполнять массаж. Начинаю выполнять массаж я с одновременных поглаживаний. Эти поглаживания делаются двумя руками. Вверх мы идем вдоль позвоночника, а вниз по задней боковой поверхности. Таким способом мы знакомимся с рабочей поверхностью и распределяем масло по рабочей поверхности. Далее переходим на попеременные поглаживания и выполняем их сначала по дальней стороне, затем переходим на ближнюю сторону. Работаем последовательно, то есть одна рука идет за другой. Проходим примерно так же на 3-5 раз. Проглаживаем, распределяем масло, знакомимся с рабочей поверхностью, даем нервной системе немного привыкнуть к нашим манипуляциям и немного расслабиться. После чего мы выделяем одну сторону, это дальняя поверхность поясницы. Выполняем прием растирания, разогреваем кожу, готовим ее к более глубокой проработке. Я использую попеременные, плоскостные растирания. Можно выполнять двумя руками, можно выполнять также одной рукой. Обязательно проходим область крестца и область поясницы по паравертебральным линиям, то есть разогреваем мышцы ближние к позвоночнику. Тщательно растираем, для того, чтобы была возможность проработать приемом разминания и не травмировать кожу. После этого выполняем прием S-образное разминание, или его еще называют двойное кольцевое разминание. Стараемся работать не агрессивно, достаточно интенсивно, но мягко, не травмируя кожу, не причиняя человеку дискомфорт. Следующий прием после приема S-образное разминание выполняем поглаживание и переходим на разминание подушечками 4 пальцев. Работаем по гребню подвздошной кости, по крестцу и все приемы чередуем с поглаживанием. После этого разминаем подушечкой большого пальца, так называемое финское разминание. Обязательно проходим зону крестца, зону паравертебральных линий поясницы, разгибатели позвоночника. После этого поглаживаем и переходим на обхватывающее разминание мышц поясницы. Как бы обхватывая позвоночник с двух сторон, мы выполняем попеременные разминания. Следующим приемом идет сдвигание. Основание ладони лежит на ближней стороне. Подушечками пальцев упираемся в дальнюю сторону и как бы отодвигаем мышцы от позвоночника. Прорабатываем глубокие мышцы позвоночника. Прием достаточно глубокий. Смотрите, чтобы не было болевых ощущений. Все приемы выполняем на 3-5 проходов. После поглаживаем и переходим на следующий прием — гребнеобразное разминание. Прорабатываем зону крестца, область гребня подвздошной кости, место крепления ягодичных мышц. Такая достаточно чувствительная зона. Человеку часто щекотно в этой области или больно. И также идем по паравертебральным линиям. Стараемся работать ближе к позвоночнику, к тем мышцам, которые как раз испытывают нагрузку, статику и часто дают болевые симптомы. После этого повторяем всю связку приемов еще на 3-5 повторов примерно. То есть S-образные разминания, поглаживания, разминания подушечками 4. Всю связку приемов разминания можно чередовать в любой последовательности. То есть не принципиально делать эти движения только в той последовательности, как показано на видео. Можно эту последовательность в процессе менять. Обязательно чередуем все движения с поглаживанием. Поглаживание у нас связывающий прием поглаживания, либо глубокое поглаживание, которое называют еще выжиманием. То есть эти приемы обязательно должны присутствовать. Но большая часть всех движений — это, конечно же, разминание. Примерно 60%
всего массажа занимают приемы разминания. После того, как мы выполнили массаж по дальней стороне, мы будем переходить на ближнюю сторону. Для того, чтобы ближнюю сторону отработать, нужно обойти вокруг кушетки. В моем случае технически это сделать сложно, поэтому я не буду показывать вторую сторону, сделаю только по одной стороне. Но вы знаете, что перейдя на вторую сторону, мы выполняем точно такую же последовательность. И по времени примерно работаем с этой зоной 5 минут. В зависимости, конечно же, от запросов вашего пациента. Если есть болевые симптомы, если есть какое-то заболевание, то можно увеличить время. После того, как мы отработали дальнюю сторону по пояснице, мы переходим на грудной отдел. Выполняем поглаживание, распределяем масло, готовим кожу к более глубокой проработке. То есть после поглаживания пойдет прием растирания. Растирание здесь выполняю плоскостные, попеременные. Тщательно разогреваю кожу, поверхностный слой мышц, которые участвуют в движениях плечевого пояса. Обязательно прогреваем мышцы вдоль позвоночника, растираем их хорошенько. Можно выполнять кругообразные растирания. И дальше эту же связку, что мы выполняли на пояснице, переносим на грудной отдел. Первым приемом показано S-образное разминание. Грудной отдел спины самый большой, поэтому можно его разделить на две части. Пройти сначала линию вдоль позвоночника, затем перейти на боковую линию. Следующим приемом идет финское разминание, то есть разминание подушечкой большого пальца. Идем вдоль позвоночника. Движение достаточно глубокое. Некоторые люди могут испытывать дискомфорт при надавливании вот такой достаточно точечной манипуляции. Поэтому учитывайте этот момент. Если что, уменьшайте нагрузку. Следующим приемом идет надавливание. То есть основанием ладони упираемся также в паравертебральные мышцы и нажимаем, как бы упираясь весом тела. Проходим по грудному отделу от 12 пары ребер до 7 шейного позвонка, то есть до шейного отдела. Следующий прием – кругообразное разминание подушечками 4. Здесь также основание ладони у нас на ближней поверхности, а 4 пальцами обеих рук мы выполняем кругообразные разминания. Тоже движение достаточно глубокое и интенсивное. Может человек при выполнении этого движения испытывать болевые симптомы. Следующий прием – поглаживание. И повторяем все движения по кругу. То есть всю связку приемов, которые я показывал, еще раз выполняем. Ну и напоминаю, что приемы разминания можно чередовать в любой последовательности. Не обязательно выполнять S-образное. Можно выполнить, например, финское разминание, за ним подушки 4 и так далее. Но всю связку приемов разминания мы чередуем с поглаживанием. То есть одно разминание выполнили, погладили, перешли к другому разминанию. И так по кругу мы повторяем 3-5 раз. Для того, чтобы массаж объединить в такую бесконечную последовательную манипуляцию и воздействие на кожу, на нервные рецепторы, раздражение этих рецепторов и получение ответной реакции от нервной системы в виде расслабления, повышения тонуса, понижения тонуса, гиперемии, усиления локального кровообращения и так далее. Также буду благодарен, если подпишитесь на мой канал и напишите ваш комментарий. Возможно, вы делаете по-другому. Буду очень рад послушать и узнать о вашей технике.
Дальше мы переходим на сторону, с которой мы работали. Заносим руку в поясничный лордоз и выполняем работу с мышцами под лопаткой или с мышцами между лопаток. Здесь у нас большая, малая ромбовидные мышцы, те мышцы, которые отводят у нас лопатку назад. Часто в этой зоне образуются триггеры, напряжения, поэтому мы дополнительно, открыв лопатку, прорабатываем их большим пальцем, либо ребром ладони, как бы растягивая и улучшая эластичность этих мышц. Но не нужно переусердствовать, не старайтесь оторвать лопатку, старайтесь плавно и аккуратно на эту зону повоздействовать. Не забывайте, что это положение руки не очень физиологичное, и человек может испытывать боль и дискомфорт в такой позе. После чего переходим на шейно-воротниковую зону. Для того, чтобы распределить мышцы надплечья ровно, нужно положить голову лицом вниз. Желательно в кушетке иметь отверстие. Первым делом мы поглаживаем, затем растираем надплечье и шею, разогреваем эту зону. Не работайте сильно агрессивно, потому что здесь кожа достаточно нежная, достаточно чувствительная, и нужно это учитывать. После того, как мы растерли, разогрели кожу, выполняем прием S-образное разминание сначала по дальней стороне, то есть работаем только с одной стороны позвоночника. Надплечье разминаем всей кистью, захватывая, а на шею поднимаемся на подушечки пальцев, то есть такие щипцеобразные разминания, небольшую кожную складку здесь выполняем. Также учитывайте длинные волосы, длину волос, старайтесь ее не цеплять. Разминание чередуем с поглаживанием, затем переходим также на дальнюю сторону и разминаем надплечье и шею со второй стороны. Точно так же, захватывая на надплечьях большое количество тканей, поднимаясь на шею, захватывая кожно-мышечную складку 3 либо 4 пальцами. И аккуратно убираем волосы для того, чтобы их не дергать, не цеплять и не делать человеку больно. Чередуем все приемы на 3-5 повторений. После выполняем поглаживание, либо выжимание. И переходим на обхватывающее разминание. Захватываем шею с двух сторон и тщательно разминаем. Там у нас и верхняя порция трапециевидных мышц, лестничные мышцы, ременные мышцы шеи. То есть весь этот комплекс мышечный мы прорабатываем. После чего переходим на разминание подушечками большого пальца. Это движение более глубокое, точечное, воздействует на глубокие мышцы позвоночника. И мы таким образом проходим с надплечий на шею, доходим до атланта осевого сустава, то есть до основания черепа, и более точечно воздействуем. Следующим приемом гребнеобразное разминание одновременно с двух сторон средними фалангами пальцев. Перебираем пальцы и прорабатываем мышцы шеи и надплечья. Движение достаточно глубокое, поэтому имейте в виду, может быть человеку болезненно. После этого можно эти приемы повторить на несколько раз и сделать поглаживание, легкие вибрации, и на этом закончить. Весь массаж у вас должен занимать примерно 30 минут. 10 минут на поясничный отдел, 10 минут грудной отдел и 10 минут шейно-воротниковая зона. Надеюсь, видео было для вас полезным. Пишите комментарии, пообщаемся в комментариях. Также вы можете по ссылке в описании перейти к нам в наш телеграм-канал, где мы объединяем большое количество массажистов. Стоимость участия в подписке всего 1000 рублей в месяц, но там вы найдете опыт, и мой 10-летний опыт, и опыт большого количества массажистов. Сможете написать в чат, задать любой вопрос и получить на него структурированный ответ на основании опыта большого количества массажистов. Вам не нужно будет писать в Яндексе, искать какие-то ответы на вопросы, вы сможете их задать лично людям, у которых есть опыт. Также я провожу там прямые эфиры, общаемся мы очень открыто, говорим на тему клиентов, на тему клиентской базы, на тему денег говорим и, конечно же, на тему массажных техник, то, как кто работает, какие техники применяет, и различные случаи тоже разбираем в нашем телеграм-канале. Поэтому присоединяйтесь,
Буду всем вам рад. И увидимся в новых видеороликах. Пока-пока.